Всем привет! С вами Наталья Мапола, и сегодня я предлагаю вам вместе со мной сплести вот такой замечательный, очаровательный хрустальный браслет в зеленых тонах. В моем случае в зеленый, в вашем случае это могут быть совершенно любые бусины красивые, которые вам нравятся. Итак, если вам нравится идея создания такого восхитительного браслета, оставайтесь вместе со мной, я покажу и расскажу, как легко и просто его сделать. Для его создания нам совершенно нужно немножко материалов. Это бусины двух видов, примерно равного размера, а также бисер номер 10, игла и мононить. И мы приступаем. Для начала наберем на иголочку одну бисеринку, одну бусинку, далее наберем 4 бисеринки, далее наберем бусинку, вот так, и бисеринок. И я прохожу иголочкой снизу вверх в первую бисериночку после бусинки. Вот так. Подтягиваем. Вот так должно получиться. Далее я наберу бусину и 3 бисеринки. Вот так. И пройду в самую первую бисеринку. Вот так. Вот наши с вами первые ряды вырисовываются нашего браслета. Здесь я завязываю узелочек несколько раз. Итак, когда мы вышли вверху, мы набираем 4 бисеринки и бусинку следующего цвета. И проходим бисеринку перед бусинкой предыдущего ряда. Так. Затягиваем. Далее набираем на иголочку 3 бисеринки и бусинку предыдущего ряда. Вот так. И проходим, отступив от ключевой 2 в третью. Затягиваем. И внизу мы всегда будем набирать по 6 бисерин на иголочку для нижнего поворота. Итак, набрали 6 бисерин и проводим иголку с ниткой в первую бисеринку после бусинки. Далее набираем на иголочку бусинку и 3 бисеринки. И проходим в первую бисеринку после бусинки. Далее наберем на иголочку 4 бисеринки и бусинку. И пройдем в первую бисеринку перед бусинкой предыдущего ряда. Затянем. Далее наберем на иголочку 3
бисеринки и бусинку предыдущего цвета. И пройдем, отступив от ключевой, 2 бисеринки в третью, вот в эту, вот так. Затягиваем. Далее внизу мы всегда с вами будем набирать по 6 бисеринок, а вверху по 4 бисеринки. Так, набираем на иголочку 6 бисеринок для нижнего поворота. Набрали 6 и проходим иголкой в первую бисеринку после бусинки. Это у нас нижний поворот. Такой всегда будет на 6 бисеринок. Далее плетение будет повторяться. Плетение очень красивое, очень простое, а украшения выглядят при помощи такого плетения просто потрясающе. Поэтому стоит, я думаю, попробовать и сделать для себя такой прекрасный браслет. Далее мы снова набираем на иголочку бусину и 3 бисеринки. И проходим в первую бисеринку после бусинки. Затягиваем. На выходе набираем 4 бисеринки и бусинку следующего цвета. И заходим в первую бисеринку после бусинки. И провожу иголку, отступив от ключевой 1-2 в третью бисеринку. Затягиваем. И вот такое плетение у нас с вами получается. Сплетите, пожалуйста, браслет нужной вам длины, и я покажу, как оформить его и закончить. Мы с вами будем проставлять еще дополнительные бисеринки, чтобы браслет приобрел более жесткую форму. Итак, проплетите самостоятельно браслет нужной вам длины. После того, как вы проплетете полностью необходимую вам длину вашего браслета, у меня это 15,5 сантиметров. После этого сразу при выходе вот здесь наберите, пожалуйста, на иголочку 6 бисерин. И соединительное колечко двойное. Вот так набор должен выглядеть. Колечко и 6 бисеринок. И пройдем в последнюю бисеринку, крайнюю ключевую, снизу вверх. Вот так. Таким вот образом мы фиксируем колечко на нашем браслете. Далее я делаю несколько узелков, как обычно. Вот так. И прохожу через вот эти 3 бисеринки.
Далее мы с вами поставим здесь дополнительные бисеринки между тремя. То есть у нас же здесь с вами по 3 бисеринки. Мы набирать будем на иголочку 1 бисеринку и проходить через следующие 3. Так. Это укрепит нашу конструкцию и сделает края браслета более ровными. Итак, снова набираю 1 бисеринку и прохожу через следующие 3. Вот так. Снова набираю 1 бисеринку и прохожу через следующие 3. Вот так. Итак, таким способом проплетите, пожалуйста, таким способом оба края вашего браслета. Итак, вот наш с вами браслет полностью сплетен, и мы с вами здесь пришили соединительные колечки двойные здесь и здесь. И нам всего лишь остается прикрепить застежку красивую, подобрать и прикрепить. Итак, я выбрала для своего браслета вот такой тогл квадратной формы. Итак, крепим к соединительному колечку и сюда же крепим браслетик. Закрываем, поджимаем. Со второй стороной поступаем точно так же. Раскрываем колечко, крепим вторую часть замочка и крепим наш с вами браслетик. И закрываем. Итак, вот что у нас с вами получилось. Вот такой нежный, красивый браслет. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, а также нажимайте кнопочку «Поделиться» в соцсетях. И на этом я с вами прощаюсь. Всех вас очень-очень люблю, целую, обнимаю и всем пока-пока.